Если вы думали, что мир моды предсказуем, забудьте. Весна-лето 2026 года перевернула все с ног на голову. Это сезон, когда дизайнеры не просто показали свои новые коллекции, они устроили настоящий модный переворот. Почему? Потому что конец предыдущего года стал годом великого переселения креативных директоров. Матео Блази перешел в Шанель, Джонатан Андерсон возглавил Dior, Луис Троттер – Bottega Veneta. Изменения произошли также в Гуччи, Баленсиаго, Живанши и Фенди. В общем, перемены произошли в локомотивах модной индустрии. От этого показа смотреть еще интереснее. Меня зовут Виктория Шабанова, я сертифицированный стилист-имиджмейкер, персональный и медиа-стилист в профессии уже 7 лет. Я работаю как с частными клиентами, людьми, которым важен их внешний вид, так и с брендами, стилизуя их съемки, фотосессии, кампании. На своем канале я делюсь опытом, советами о моде и стиле, коротко и без воды. Погнали! Сегодня мы разберем большую десятку трендов. Мы отправимся в сезон, где суровый гранж обнимается с нежным кружевом, а кухонный фартук становится предметом роскоши. Начнем с самого главного – эпохи великих дебютов. Матео Блази в интервью сказал фразу: «Мы можем пойти двумя путями – сделать правильную, чистую коллекцию по всем канонам Шанель или создать шоу так, будто оно последнее в нашей жизни. Я выбрал второе». И знаете что? Это чувствовалось в каждом образе. Финальный выход – модель в юбке из перьевого облака. Это было как глоток свежего воздуха после многих лет предсказуемости. Дарио Витале в Versace вернул тот дерзкий гламур 90-х. Джонатан Андерсон в Dior, он не просто сохранил наследие, он изменил его изнутри, оставив все самое важное. А теперь внимание, откровенность вернулась в моду. И я не про психологию сейчас, про откровенные наряды. Если есть один показ, который доказал это, то это, безусловно, показ Hermès. Дом, известный своей скромностью и утонченностью, показал коллекцию из обтягивающей кожи. Кожа везде. И это было гипнотически соблазнительно. Мигель Кастро Фрейтас дебютировал в Мюглер с тем, что бренд умеет лучше всего – откровенным кроем, который граничит с искусством совращения. Фото добавлять сюда не буду, посмотрите сами. Хайдер Акерман во второй коллекции для Tom Ford вернул ту провокационную эстетику, которую Tom Ford привнес в Гуччи в 1994 году. Выбирая такой тренд для своего гардероба, нужно трезво оценивать уместность образа и насколько он украсит именно вашу внешность. Здесь очень легко скатиться в вульгарщину, поэтому важно филигранно поймать баланс. Третий тренд – это что-то вроде возвращения к истокам, к базе. Майкл Райдер в Селин перезапустил понятие «хороший вкус». Атласные платки, идеально скроенные тренчи, яркие аксессуары – все это выглядит не как костюмы прошлого, а как инвестиция в будущее. В Bottega Veneta пастельные свитера сочетались с деловыми костюмами. В Tom Ford белоснежные костюмы и рубашки. Это не старомодная элегантность, это новая роскошь, основанная на качестве, а не на логотипах. Такой тренд точно подойдет всем, для любой внешности и для любой фигуры. Степень открытости тела опциональна. После стольких лет приглушенных тонов и серьезных лиц мода наконец-то улыбнулась. Это не просто яркие цвета, модные дома показали их в избытке. Это энергия, это цветы и цветочные принты в Хлое, Шанель, Баленсиаго. Они словно говорят: весна действительно приходит. Что касается цвета, то когда яркий акцент добавляется в образ, это смотрится всегда свежо и здорово. Это подходит абсолютно всем. Насчет цветочного принта, это самый пленительный, но самый коварный принт, который может ненароком накинуть лишних 5-10 лет и 15 килограмм. Универсального правила нет. Все зависит от типа внешности и от фигуры. Кстати, пишите в комментариях, любите ли вы этот принт. Пятый тренд для тех, кто любит головоломки. Продвинутая многослойность. Флоевые рубашки носили одну поверх другой. Не две, даже не три, столько, что сложно было сосчитать. В Прадо классические сорочки комбинировались с прозрачными юбками, видимым нижним бельем и колготками, все одновременно. В Versace кардиганы, завязанные на талии, расстегнутые сверху. Интересно, необычно, легко повторить. Не выбрасывайте базовые вещи из гардероба, просто носите их по-новому. 3 рубашки вместо одной, почему бы и нет? Главное, чтобы вам было комфортно в этом. Попробуйте дома, возьмите самую скучную обычную белую рубашку и найдите 3 способа носить ее с тем, что уже есть у вас в шкафу. Присылайте результат в мой телеграм-канал, ссылка будет под этим видео. Тренд номер 6. Кто сказал, что пальто только для зимы? В 2026 году пальто становится полноценным образом.
Яблочно-зеленый тренч в Tom Ford, спортивное, но элегантное пальто из воздушного нейлона в Сен-Лоран. Суть проста. Когда у вас действительно классное пальто, неважно, что под ним, спортивный костюм, леггинсы со свитшотом, все равно. Я, кстати, в этом году тоже обзавелась пальто, оно базовое, бордового цвета. Мой совет, если у вас еще нет того самого идеального базового пальто, то инвестируйте в него этой весной. Оно может быть длинным, ярким, из шерсти или неожиданной ткани. Главное, чтобы оно могло работать как весь образ целиком. Такой тренд, безусловно, подойдет всем. Главное выбрать крой и цвет, подходящий именно вашей фигуре и вашей внешности. 7-й тренд – машина времени прямиком в 80-е. Но не просто ностальгия, это ремикс. Сен-Лоран уже несколько сезонов копает в этом направлении, и остальные наконец-то подтянулись. Большие плечи, тонкие талии, банты жабо, взрывные цвета и принты. От масштабных цветов до изящного горошка. Хлоя переключились с 70-х на 80-е гламур Лос-Анджелеса. Если вы помните оригинальные 80-е по американским фильмам, вы поймете, о чем я говорю. Если нет, представьте себе эпоху, когда слишком много было идеальным количеством. Тренд столкновения цветов. Забудьте про монохром, про безопасные сочетания. 2026 год – это взрыв хаоса, который странным образом работает. Versace соединил лиловый, вишнево-красный и кобальт в одном образе. Абсолютная магия. Loewe, Fendi, Prada – все играли с контрастными оттенками, которые по правилам не должны были бы сочетаться. Но вот в чем дело. Правила там не соблюдали. Ориентир – прекрасная птица-попугай. Какие цвета видим у них, такие примеряем на себя. Иногда можно позволить себе и повеселиться. Назовите в комментариях 2 цвета, которые, по вашему мнению, никогда не могут сочетаться. Уверена, что на подиумах мы их уже видели. А если серьезно, то яркий цвет – это безусловное внимание со стороны окружающих. Не всем оно комфортно. Начните с малого. Яркая сумка к образу из ахроматных тонов. Потом цветная обувь. А когда почувствуете уверенность, можно собрать полный цветной образ. Главное, чтобы вещи были актуальны. 9-й тренд для смелых. Это мода, которая отказывается от правильного в пользу интересного. Миучи Прадо и Раф Симмонс говорили об освобождении вещей от их врожденной иерархии. Что это значит? Юбки, которые крепятся к плечам, бюстгальтеры, у которых есть форма, но нет структуры, юбки Франкенштейн, собранные из противоположных тканей, стилей и кроя. Ироничный тренд, который можно назвать кухонный кутюр. Нам предлагают надевать фартуки, но не для того, чтобы жарить котлеты. Миу Миу и Прадо предлагают носить кожаные и шелковые передники поверх платьев и брюк. Прям эстетика советской столовой. В общем, бунт против привычных парадигм. Как вам такой поворот? Для кого этот тренд? Пишите в комментариях ваши предположения. И финальный тренд – возвращение прэппи-стиля. Но это не привычный школьный дресс-код. Поло утонченные, современные, идеальные. В Миу Миу мандариновое поло с юбками и принтованными платками. В Loewe поло под V-образными свитерами контрастных цветов. Даже Prada, бренд, который редко ассоциируется с прэппи, показал куртки поло с гербами в оттенках зеленого. Тренд подойдет всем. Для любой фигуры можно что-то подобрать. Рубашки, плессированные юбки, свитера с круглым вырезом. Дальше стилизуйте это современно. Кроссовки вместо лоферов, бомбер вместо косухи и яркий платок. Итак, подведем итоги. Мода 2026 года не боится рисковать. Она не боится быть яркой, откровенной, странной и неожиданной. И мне кажется, это здорово. Но я прекрасно понимаю, после такого количества информации голова может пойти кругом. 10 трендов, сотни образов. И главный вопрос, а что из этого всего подходит именно мне? И знаете что? Не обязательно во всем разбираться самостоятельно. Я помогаю создавать людям гардеробы, которые работают именно на них. Не просто модно, а модно плюс подходит вашему образу жизни, подчеркивает именно ваши сильные стороны. Может, вам близка буржуазная эстетика, а яркие цвета не про вас. Мы возьмем только то, что резонирует именно с вашей личностью, и создадим гардероб, в котором вы будете чувствовать себя уверенно каждый день. Никаких случайных покупок. Никакого купила, а носить не с чем. Только вещи, которые сочетаются между собой и создают множество разных образов. Все контакты для связи я оставлю под этим видео. Какой тренд вы попробуете первым? Пишите в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока-пока!